Цель сеанса – расторгнуть главный контракт, который я заключил с Эльназором, или любые другие контракты, которых я не знаю. Я окончательно требую Эльназора и Антимира убрать от меня воздействие на меня, провоцировать насильственное вторжение в мое пространство и переброс кармы. Хочу вернуться в момент первого контракта с Антимиром, Черномором и все, что с ними связано. Также хочу убрать мой собственный запрет на получение правдивой информации и отстранение от себя от происходящих событий. Каюсь. Хочу вернуть весь мой потенциал из всех ситуаций, когда я по своей воле отдавал его или был у меня украден против моего согласия. Также попросить прощения прежде всего у себя, у моей вселенной и Творца за участие в ритуале просмотра Цельназора и соглашения с его действиями, в которые Цельназор меня втянул в начале. Я еще 1,5 года назад от него отрекался от него. Видимо, еще есть к чему-то он притягивается. Ну, наверное, контракты все-таки. Аспект первый. Хочу очистить все чакры от блокировок и воздействия. Также прошу мое подсознание сделать глубокое сканирование себя, выявить любые изъяны в ДНК и исправить его на первобытное. На что рациональная часть дает полное согласие. Заявляю, что отказываюсь участвовать в каких-либо авантюрах и ритуалах антимира. Хочу защитить мою семью от переброса кармы. Также все мое имущество, включая рабочую машину, от любого воздействия на них. Ну, дальше, если останется время. Видел сон на прошлой неделе, что отрекаюсь от забавных предложений собеседника, и он исчез после того, как я приказал ему показать свое истинное лицо с ДНК. И он почему-то все время принимает форму или моего отца, или какой-то такой прекрасной, красивой дамы. Много что повыкидывал из комнаты, но это все во сне. А наяву, после чего стало намного легче. Не знаю, как-то вот, как это объяснить. Ну, вот как будто тебе вот 100 килограмм на плечи положишь, а потом раз, осталось 20. Конечно, не все ушло, но как бы вот стало намного легче. И также хочу мое подсознание установить сторожа, который будет работать на меня, предупреждать, обнаруживать нарушителей моего пространства, не давать им захватить меня. Вот. Ну, как бы все. Виктория, это эфирное пространство. Да. Что ты видишь? Увидела какой-то переключатель. Кто-то включает, выключает свет, как будто. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Угу. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ивана. Иван, 1, 2, 3. Так. Идет как будто бы по такому шару, по черному шару. Он крутится под ногами. Но он идет, а шар проворачивается. Он идет как бы, ну, напротив меня. Ко мне идет как бы. А в руках вот так высоко, вот так держит такая волна черная. Идет от сектора магии к сектору интерферента. Вот так. Угу. Так. На лице почему-то такая, считывается это как маска, но какой-то диск черный, где лицо. Когда я смотрю, вижу, что энергия вот так из сектора интерферент, вот из сектора магии идет в портал. То есть там какой-то портал почему-то вот так к сектору интерферента. Угу. Так. Сейчас я посчитаю его. Считай, Виктория, эфирная ДНК Ивана. Он ли это? Да, это он. Проси у него разрешение потрудиться с ним и для него. Да, он разрешает и показывает возле правой ноги. У него какой-то как тумблер. Как такой рычаг какой-то. Угу. А он огромный стоит, просто огромных размеров.
Так, что это за тумблер, Виктория? Как он считывается? Что это за энергия? Как-то я слышу э, разрешение погрузиться в ад. Угу. И Так. он вот так в этот момент взял, и вот эту волну, которую нес, она такая, как будто шланг какой-то толстый, метр где-то в диаметре. И вот так это как плюхнул, бросил вот так как на пол, вот возле. И когда он это сделал, то эта волна его как будто ударила по ноге, и он так, ну, как бы схватился за пальцы ног правой ноги и так Угу. на одной ноге, на левой попрыгал. Ага. Так, а что это за энергия? Что это за волна? Так, сейчас я посмотрю. Оно считывается, вот так я слышу. Мое, ну, его типа безразличие к происходящему, Угу. отстраниться от реальности. Потом вот здесь оно как-то переходит в сектор головы и слышу как бы погрузиться в какое-то Угу. пространство, а, и оно вот здесь, как будто бы кто-то в голову воткнул такой прутик, вижу, и черный диск. На этом диске экран, как большой телевизор, и там Угу. транслируются происходящие события. Я вижу в голове. Там 2 человека в секторе магии. Приказывай этим двум человекам проявиться согласно физической ДНК. Появляется так кудрявое такое лицо, кудри. Лицо с кудрями. Угу. Так, лежит, как будто считывается магнетизм, энергия лежит. И лицо такое, как сейчас закрывает лицо, маска какая-то. Так, приказываем отвечать, кто они такие. Они говорят пилоты. Пилоты космического корабля. Угу. Называют себя Мона и Павел. Так, приказываю им принять вид согласно их физическому ДНК на этот момент. Истинная их физическая ДНК. Так, вижу этот, который называет себя... О, надо же. То Павел, то Тарас. Вот так бороду Угу. гладит. И лицо Ильи, как в экране. И этот энергии этого Черномора. То есть это Угу. дух. Ну, и Мона там. Но Угу. почему-то с маской на лице. Ну, не маска, а как будто перед ней вот так экран серый. И на этом экране изображено говорящее лицо. Оно вот так говорит. Угу.
Так. Это лицо Мона. Она же, имя же у нее другое, она же прячет свое истинное лицо. Угу. Вот, понятно. Я теперь поняла, потому что когда я смотрю на вот отодвинула эту маску, то Угу. вот вижу ее в реальности, то есть волосы Угу. темные, ну как она выглядит в реальности. А здесь какая-то картинка другая совсем. Так, Виктория, а почему они назвались пилотами космического корабля? Что это значит? Ну, сейчас я их спрошу. Угу. Приказываем отвечать, почему они назывались пилотами. Они говорят, что они показывают, именно показывают реальность духовного сознания и показывают сектор интерферентов, и там так этот Люцифер дышит, М. и буквально это они показывают, как это сердце. Так, сейчас я его отсоединюсь. Этого Отсоединись, Люцифера, Виктория. как будто бы его Поднимись выше. грудная клетка вот так Угу. разрублена. И они говорят, что они пилоты сознания Люцифера. Так понятней. Так, хорошо, приказываем отвечать, что они делают в пространстве Ивана. Они говорят, что они ремонтируют субъект поражения. И в этот момент я вижу, как Илья своими руками с Моной, они как будто бы ковыряются в этой части мозга с правой стороны, где этот экран. И когда я смотрю на этот экран, то я слышу иллюзии. Ну да, они же рассказывают какие-то истории, которых проверить на физике невозможно. Угу. Так, ясно. Так, а что это значит ремонтирует субъект поражения? К кому это относится? К чему? Но это относится к Ване. Угу. Что они делают в его пространстве? Приказываем отвечать. Я слышу, проявляют быль. Угу. Так, с какой целью они это делают? Приказываем отвечать. Но надо посмотреть, что это такое, проявляют быль. Какую быль? Что это за быль? Давай посмотрим, что это за быль они проявляют. Я вижу, что это такая картинка идет, что Ваня вот так глаза протирает, поднимается вот так вверх, как по туннелю вверх, и смотрит в сторону первоисточника и обнаруживает, что когда он вышел вверх, то у него крылья как застряли. Вот он весь начинает светиться, когда вышел с этого портала, а крылья Угу. тянутся, почернели низ края, ну, края, и тянутся таким порталом к сектору интерферента. Угу. И он вот так стоит сейчас, как такие ноги вижу большие у него. Он такой большой очень. Угу. И вот так, то он вот так на уровне сердечной чакры держал эту черную штуку, а сейчас вот так ниже, на уровне колен, опускает как-то книгу, большую книгу. Угу. Так, что это за книга? Давай посмотрим. Он вот так показывает, как будто бы какая-то полоса ударила его по вот так вот. И говорит, разделительная черта между явью. М.
И чем? Что разделяет черта явь и И он что? говорит и былинами, Блин, или былиной. Вот. так. Когда эта черта у него появилась в его пространстве, что происходило в этот момент на физическом плане? Давай посмотрим эту ситуацию. Я вижу, что он эту штуку берет, и она такая, как ручка. И он пишет что-то в этой книге. Так. Я слышу уничтожить мир. Так. Какой мир? И такая полоса потянулась прямо в сектор магии. Он Мгм. говорит мир былин. Мгм. Так. А кто в секторе магии находится, приказываю проявиться. Проявился, вот они проявляются, они как, ну, я заморозила, они такой Мгм. картинкой замороженной стоят. А сейчас перед ними проявился еще один, тоже такой, это как программа. Вижу, там Тарас Мгм. сидит. Вот эта чайка программа черная появляется, а в ней потом как встраивается, то есть подстраивается под эту программу, буквально как будто бы, ну, пристроился и так хлоп, Мгм. слышу писарь, такой чернец какой-то. И пишет он на таком языке каком-то древнем. Так. Мгм. Он даже пишет вот так, как будто печатными буквами такими, вырисовывает эти буквы. Мгм. Так. Так, я сейчас Так. спрашиваю, что он делает Что в он делает в пространстве. пространстве Ивана? Мгм. Приказываем отвечать. Он говорит, распространяю ложь, фальсифицирую события, говорит, облагораживаю, говорит вот так, облагораживаю, и появляется из сектора интерферентов такая, как персона, такая энергия, и он на эту энергию черную, она как будто покрыта покрывалом, эта фигура, что-то на голову положил. Так, и этой Там фигуре в интерферентов приказываю проявиться согласно истинной эфирной ДНК. проявился спрут. Мгм. Считывается безобразная матрица. Мгм. Считывается событий. Матрица событий. Мгм. Матрица разрушения. Так. Виктория, как эта фальсификация вот эта Тараса связана с Иваном? Я вижу, что у них какая-то точка соприкосновения есть на этой книге. В этой книге вот так как-то. Оно вот так, эта книга, такие светящиеся листы, и вот это считывается группа почему-то. Группа поражения. Вот сектор магии, где эти находятся. Мгм. Она считывается группа поражения. И какое-то событие, как записано в этой книге. Что это за книга, интересно? Мгм. Давай посмотрим, Виктория, что это за книга.
А Ваня ее вообще положил как под ноги. А вообще ее опустил. Она у него как под ногами лежит. И я вижу, что правой ногой он эту книгу, а, эти листы вот так топчет. Там, где эти события какие-то разворачиваются. Мгм. И этот имплант черный на правой ноге, и он как будто заставляет его топтать это событие. Я слышу пренебрегать. Мгм. Сейчас. Так, давай посмотрим, Виктория, что это за событие? Так. И вдруг он берет эту книгу и на уровне глаз поднимает. Так, Мгм. что это за книга такая? Насчитывается как книга жизни живых. Мгм. А, книга жизни живых. Так, хорошо. Давай посмотрим вот эту точку соприкосновения в книге, что это там за событие такое. Вот интересно, эта книга, она Мгм. как развернута, и вот эти страницы, которые находятся, ну, у меня как бы слева, а если смотреть со стороны Вани, то она находится справа. И она как будто бы съедена, как будто ее кто-то вот так Мгм. разрушил. Вот. Это книга сознания живых. Мгм. Да. Так, а эта И он точка. показывает свою Мгм. вот эту правую сторону, и Мгм. она у него как будто ее вот считывается энергией такого богомола, который находится в секторе интерферентов. Энергия пошла, зеленый богомол, как будто он поел Мгм. его правую часть. Так, значит, это богомол в интерферентах находится, я так полагаю. Ну да, но он действует через людей, Мгм. поэтому сектор магии показывает предательство человеческих существ и взаимодействие. Мгм. Давить, я слышу, взаимодействие ам, через людей. Сейчас я отсоединюсь, что-то тошнит. Отсоединись, Виктория, да, поднимайся наверх и да, Мгм. восполнись энергией жизни и гармонии. Да. Мгм. Хорошо. Так. Смотрю на книгу жизни и вижу вот такую картину. Сейчас я хочу посмотреть, когда Ваня потерял, что-то он там потерял. Я Мгм. вижу, он стоит на этой книге, как будто какой-то, а, ну, скажем так, воин с мечом. Это программа Мгм. какая-то. Стоит воин с мечом, но это программа, такой как лед. Я слышу программа безобразия. И Мгм. именно она стоит сверху над этой разрушенной частью книги. Так, кому принадлежит этот воин? Приказы к программе, хозяину программе проявиться в соответствии эфирным ДНК. Ну, программа стоит, Мгм. а вот хозяин программы. Ну да, хозяина я и приказываю проявиться согласно его эфирному ДНК. Кто хозяин этой программы, приказываем проявиться. Вижу, сейчас идет какое-то разделение. Мгм. Так. Эта программа находится вижу, как внутри энергосферы Вани. Мгм. А вот так с левой ноги такое, как полотно черное. И с сектора магии там черной энергии как будто заколачивает уже с внешней стороны. Молотками бьют, чтобы заколотить этот. Мгм. Так.
Ну, вижу так, эти втроем там стоят. Мгм. Так, давай, Виктория, посмотрим, когда эта программа появилась впервые у Ивана в пространстве. Что это было за событие? Так, я вижу, он так всматривается, прямо его втягивает в экран, и там такое, как паутина. Мгм. Так. Что это было на физике, Виктория? Ну, я вижу, он смотрит этот, я слышу цельнозор. А я М. слышу, что он м, вдохновляет на геройство. Мгм. То есть накачивает пространство каким-то героизмом, ложным героизмом. Ясно. Вот. Так. Мгм. И я вижу, прямо идет как противопоставление. Вот, со стороны первоисточника, будущего, со стороны миссии, там идет такое просто плавные энергии такие, как просто любить, вот, как энергия любви, спокойствия. А Мгм. этот как вдохновляет на геройство. Вот таких слышу, геройство. То Мгм. есть на борьбу, то есть на сопротивление якобы злу. Мгм. Вот. Но на самом деле я вижу, что это негативное воздействие, оно просто, как можно сказать, как лакмусовая бумажка проявляет внутренние противоречия и вытягивает их наружу. Противоречие. То есть то, что Хорошо, да. внутри, вот кто откликнулся, тот, в кому, ну, в ком есть, как говорится, над чем работать, в ком уже есть эти программы. Мгм. Хорошо, Виктория, спроси у Ивана, видит ли он, что в момент его просмотра этого цельнозора в нем появилась эта программа. Да, он говорит, что он видит и понимает, и я вижу, что у него так глаза выпучиваются, и Мгм. он ими вот так смотрит себе за спину. М. Интересно. Вот так за спину себе смотрит. То есть они вот так как напряглись Мгм. и смотрит, и видит, что за его спиной, буквально возле ног, Мгм. там, где этот шлейф, от, крыльев, которые почернели, а крылья так вытаскиваются, а эта чернота отходит. Кто-то стоит там и, как кисточкой рисует, закрашивает. М. Мгм. Так, кто это закрашивает, приказываем проявиться истинным физической ДНК? Ну, я вижу, что они так и звучат. И вижу Мона и Илья, а, и там и Тарас почему-то. Мгм. А, а, они стоят как на одной из ног такого спрута. То был черный спрут, а этот очень такой, как живой, прямо а, как пруд, такой напряженный очень, с такими пупырышками. Так, кто это? Мгм. Это программа какая-то на напрячь напряжение. Мгм. Ага. М. Тоже связано с этим воином с мечом той программы. Да, да. Мгм. Так, Да, хорошо. когда я смотрю, то я слышу, М. что в этот момент, Ваня как бы, вступил в болото. Мгм. Ну, потому что есть, я прямо увидела, есть разные способы избавиться от, негатива, который есть внутри. И разные способы, не единственный бороться, биться. Есть другие, чистые методы. Мгм.
без разрушения своей души. Я вижу, что Ваня понимает. Вот, и он вот так отодвигает эту всю мишуру на этой книге. И я Мгм. вижу, как эти листочки, они освобождаются. Хорошо, пусть Ваня отменит твое решение смотреть в экран этого цельнозора, отторгает эту программу воина с мечом, эту агрессию и приказывает Илье, Моне, Тарасу забирать все их воздействия, все их фальсификации, всю ложь и призывать силы кармы за обман и насилие. Я передаю ему, да, что Ваня хочет, Иван, Мгм. отменить это решение, рисковать своей душой, своей жизнью и отменить просмотры этого цельнозора. Я вижу, он просто снимает вот этот имплант из головы, выключает этот экран, и он так и потух. И берет эту книгу, это Мгм. книга жизни, и поставил ее вот так, как окно, там считывается окно в сектор будущего. Просто вот так поставил, и такие длинные-длинные листы. И его вот Мгм. так обволакивают вокруг него. И я вижу, как он поднимается вверх, как ангел сияющий, и просто вот смотрит, ничего не делает. Просто посмотрел, а эти все уходят от него, ну, как бы отваливаются. Мгм. И Хорошо. от него вот это пошло такое, вот как будто бы кто-то подул прямо изнутри него Мгм. и снимает из головы этот имплант «Чайка», имплант фальсификация. Оно считывается почему-то мародер. Сейчас Мгм. мародер. Украсть истину. Вот оно что. Мгм. И он наступил правой ногой там, где и на эту программу мародер, и она просто разламывается и падает, как проваливается в портал. И Ваня себя очищает вот так. Я передаю Ивану, чтобы он очистил все его пространство от программ. Мгм. Идет почему-то невежество. И наполнялся энергиями жизни, гармонии, света, любви, процветания. Так, хорошо. Пусть он чужеродное все отправляет на аннигиляцию, поднимается выше. Да, вот я вижу два разных путя. Да, этот путь борьбы со злом, он никуда не ведет. Мгм. Там срабатывает принцип, я вот смотрю и слышу, кто меча возьмет, от меча погибнет. Я вижу, как этот солдат, эта программа, этот воин, он скукожился и разваливается. Мгм. Хорошо. Так, что эта программа еще держит, Виктория? И сейчас я вижу, как Ваня, а, у него эта книга вот так встала здесь. Мгм. Чайка проявилась, только другая. Сияет книга, она как птица к ней вот так крылья раскинула, и она Мгм. выходит как бы изнутри, считывается древо жизни. И вот так вот. И здесь внизу, под этой книгой, как будто бы такой ствол черный с корнями, а сверху все сияет. И когда я посмотрела внутрь этой книги,
Так, сейчас я отсоединюсь от этих черных энергий. Черные Мгм. энергии очень противные. А Виктория, здесь, отсоединяйся, да. Мгм. вверху, такое, как будто вся земля. Я смотрю на землю сверху, а там Мгм. прямо считывается, как рай. Все такое залито светом, там люди ходят, и все вот эти энергии такие, радости, счастья. Мгм. И Ясно. он берет эту книгу, которая разделена на две части. Нижняя черная с этими черными корнями. Это, когда я посмотрела, оно вот так, это фальсификация. И выглядит внизу, эта книга лежит, как бы срослась эти корни, как ноги этого спрута. И он эту книгу вот так сложил, и с этой книги выдавился вот этот рай, это пространство. И Ваня берет и вот так эту черную часть все запихивает в портал. И Мгм. так чух-чух-чух, как будто бы чистит щеткой. И я смотрю на его ноги, и он так показывает такие пальцы на ногах большие. Да, Да. хорошо. И берет вместо этой книги другую книгу и пишет там. Что? Я вижу, что он вот так поворачивается. Он говорит, он свое имя и фамилию пишет. Мгм. Там пишет, и когда он это пишет, он пишет так усердно, пишет. И вот эта черная вот эта штука, там тоже его имя и фамилия как написаны были, но уже черным. Оно отваливается. И когда оно отваливается, то вот чакра вот это, короче, расширяется, и там просто как считывается мир. Мгм. Вот. Эта книга у него вот так как волна пошла такая. Вот у него черная была волна, а теперь такая вот тут книга огромная, и такая волна пошла, которая вот так и в сектор магии, и в сектор интерферентов пошли такие волны, и оно вот так идет. А я смотрю, что это творится такое тут. А они где-то вот там внизу вот так соединились вместе и как будто бы пробуравливают то нижнее пространство. Мгм. Так, Так, это как с вами связано, вот это действие, но когда это в его борется? пространстве все Мгм. происходит. Вот, и Так. я вижу, что в этот момент он выходит, получается, из сектора интерферентов. Вижу, как он, как пилот, вылетает внутри какого-то летающего объекта, как летающая тарелка, скажем так, корабль. Мгм. И там внутри этого корабля вот этот снова стоит с мечом, этот воин. О, программа «Воин света». М. Вот. И Ваня смотрит на него, на этого воина, а он, ну, такой вот малюсенький, где-то там стоит, и рассыпался. Хорошо. Я вижу, он поднимается вверх, Мгм. крылья, ну, прям летит, как ангел, вверх, и поднимается выше, 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 и тут бац, его кто-то держит за шею. А Кто-то кто это? тянет его в секторе интерферентов. И в секторе Приказываю. магии есть, да.
В секторе магии. Ну, давай посмотрим, кто находится в секторе интерферентов в личном пространстве Ивана. Всем я интерферентам приказываю проявиться, встать по старшинству согласно их эфирным ДНК. Вот эти все, они проявляются очень так смазанно. И вот эта разорванная грудь, которая дышит, там как Мгм. будто сердце, как будто бы разрубили рану. И там такой свет внутри этой черной груди. А оно считывается как матрица мировоззрения Мгм. противника, Сатанаела. Так, а что там светится? Чья энергия? Вижу спину, согнутую спину там. И сквозь эту спину, как глаз, кто-то смотрит. Так. Так, чья это? Это его спина. Согнуться перед злом. Мгм. Так, что это за событие, Виктория, когда он принял это решение согнуться перед злом? Давай посмотрим. Ну, снова идет вот эта картинка, как он выключает этот экран. Мгм. То есть это программа принятия борьбы со злом. То есть Мгм. Так, и вот эта энергия, которая в так, груди. петля. Он снимает петлю, так Ага. петля Петля. кому принадлежит? Приказываю хозяину петли проявиться. В секторе магии прямо услышала и вижу, Сталин ходит. Мгм. Что-то говорит, какой-то приказ отдает. Какая-то стенографистка там печатает буквы. Мгм. Я слышу стереть с лица земли. И вижу какой-то узник вот от этих, от Сталина. Вот так Мгм. как программа идет, программирование. Такой узник как будто висит где-то в пространстве в полосатой одежде, прикован руками, ногами сзади на чем-то, на таком, на палке на такой. Он говорит стереть с лица земли, говорит быт. Мгм. Ну, главный фальсификатор, да. Сейчас, а где в этой ситуации Иван, Иван? давай посмотрим. Иван как бы изучает. Я вижу, как он как будто книжку вот так перелистывает, такую черную. Он встраивается. Я вижу, что он встраивается в эти цельнозоровские фантазии для того, чтобы... Так, сейчас надо поспрашивать у этого Сталина, что он делает в пространстве. Мгм. Приказываю этому Сталину отвечать, что он делает в пространстве Ивана. Он говорит, что он меняет лампочки. Я вижу, что с левой ноги, с левой стороны, там, где была эта крышка, которую закрывали, этот Сталин и одновременно этот же Илья. Они берут и какие-то как лампочки вкручивают в пространство Ивана. Мгм. Так, что это за лампочки? Я вижу, что вот такая там идет картина, как из автомата расстреливают людей. Такой ров, Мгм. расстреливают людей, ну, пленных. Так. И- И потом эти души вот так прицепляют, то есть вот так туда, к нему, как лампочки эти частицы душ. А, И он берет с ног, сейчас снимает
эти черные шары, это переброс кармы. Мгм. Так. Видите, Иван, что этот Сталин вторгнулся в его пространство, перекидывает Да, он карму? видит. Мгм. Он видит, я вижу, как эта же программа воина Мгм. этим же мечом и эту штуку всю отсекает. И вижу, как Ваня вот так руками глаза протирает и снимает эту петлю. И вижу, как эта петля набрасывается на Илью, на Мону, на этого Сталина. И я передаю информацию этим душам, кто на самом деле виноват м, Мгм. во всех искажениях и в этом терроре, кто на самом деле террорист. И пусть Иван тоже передает информацию по своим же каналам, тем умершим душам. Ого, что это произошло. Когда он Мгм. это сделал, то как будто открылся портал в секторе интерферентов, и оттуда ангелы полетели, прям так шух, стайкой такой, души. Мгм. Хорошо. Я им передаю информацию, чтобы они освобождались от кармических привязок, просто отпустили, перестали, вот убрали этот потенциал избыточный. Вот это проявилась программа, это такой прям жесткий спрут. Пусть отпускают это все и наполняются светом, гармонией, переходят в самые высокие пространства, там, где Мгм. отдыхают души. Да. О, сейчас я вижу лицо Вани, и он эта штуковина проявляется, как у Моны была такая, как будто диск с таким Мгм. странным лицом, с кучерями с такими. Вот. И у Вани этот диск, он растаивает, и он вижу его лицо. Да, хорошо. Так, я передаю ему, чтобы он убрал все последствия, все взаимодействия с антимиром, с программами смерти, убийства, жестокости, чтобы он наполнялся светом, гармонией, красотой нашего божественного мира. Мгм. И Так. убирал всю эту фальсификацию и этот весь бред Мгм. от этих манипуляторов, фальсификаторов. Мгм. Пусть прикажет этим фальсификаторов убирать ихними руками всю ложь, эту былину и возвращать истину. Ну, это истина, да, это истина есть. Просто Мгм. человек или ее принимает на уровне сознания, или отрицает. Я передаю Ване, чтобы он а, Мгм. настроил своего внутреннего критика таким образом, чтобы он принимал истину реального мира и отвергал вот эта штука, которая его разрезала. Вот я вижу, что через эти программы, которые ну, прямо идет вот так, фальсифицирует Мона и Илья. Идет разделение человека на как бы, ну, взлом его внутренних настроек на истину. Мгм. Я передаю Ивану, чтобы он очищал все его пространство этих чужеродных программ. Вот он это делает, убирал в портал, закрывал все, убирал все подключки, всю магию, Мгм. да, и отдавал карму, поднимался в самые высокие пространства. И он выходит как будто из какой-то, м, как летающий корабль, кнопки, рычаги. И он Мгм. открывает дверь. Там такая вот эта черная программа, какая-то как волна, чуть его не снесла вниз.
И я Так. вижу, он выходит, выплывает и за руку держит кого-то. Кому-то Мгм. помогает. Я вижу, что он вытаскивает за руку такой огромный шар прозрачный. Мгм. А Так. это пространство, я слышу, нового мира. Это какая-то книга жизни, да, Мгм. новая книга жизни. Там считывается, что там только она пишутся. Я слышу новые имена, пишутся. Она как будто пустое пространство, свободное пространство, и каждый может туда записать свое имя. Мгм. Понятно. А что это за пространство, которое вытаскивает Иван? Это как чистое сознание. И он вот так берет и черный такой имплант из головы убирает программу, считывается кумир. Программа кумир. Мгм. Это Хорошо. с магией. Ну вот это да, это придавать значение чему-то. То есть сделать из чего-то кумир. И это связано вот с этой программой фальсификации. С этой чайкой. Так, ладно, понятно. Да, Хорошо. Давай, Виктория, отсоединяйся от всех и всего, поднимаемся вверх. да. Посмотри сейчас на Ивана, как он сейчас выглядит. А сейчас у него энергосфера большая, плотная, и он показывает правую ногу, и от правой ноги цепь в секторе интерферентов. Приказы, кто в секторе интерферентов находится, приказы проявиться в соответствии эфирного ДНК. Так, показывает Иван ступню, вот эта часть ступни, и Мгм. она почернела, и кто-то там как колышек забивает в ступню. Мгм. Так, кто это забивает? Он к какому сектору относится, Виктория? К интерференту. Этому интерференту приказы проявиться истинным эфирным ДНК. Проявился как зверь какой-то дикий, как будто бы вгрызается в ногу. Приказывает этому зверю отвечать, кто он такой. Так, он встал, как будто какой-то, слышу, падший ангел с мечом стоит. Так, его имя. Приказываем ему назваться. Так, воин этот упал. Что там иллюзии демонстрирует. Мгм. Приказываем ему показать истинное его лицо и отвечать, кто он такой. Вижу, ну, вот так идет, что это как пространство, это все считывается как матрица антимира, всего антимира матрица. Мгм. Так, кто хозяин этой матрицы, приказываю проявиться ему и в его пространстве. Так, в секторе магии появляется какой-то человек с этим спрутом на голове черным, как Мгм. спрут. Считывается маг, вижу его лицо, почему-то Леонардо да Винчи. Мгм. Это картина его, автопортрет карандашом. Мгм. Так, и этому магу приказываю отвечать, что он делает в пространстве Ивана. Он говорит, куролесничаю. Так, что это значит?
Я Кто вижу, там? что там проявляются вот эти все воплощенные люди. Как целое колесо вот этих всех, они считываются предатели. Это Леонардо да Винчи, его? Леонардо, потом этот Сталин, Илья, потом еще этот в парике, и там другие такие, какой-то воин. И целая вереница этих воплощений. Мгм. Так, как это относится к Ивану? Вот это, что он куролесничает. Ну, куролесничает это как какой-то а, винт. Винт это... Сейчас я посмотрю. Я вижу, что этот художник, он вот ляп красками вот так бросается. И у него какие-то как чертежи. Мгм. Так, есть ли контракт у Ивана с этим? Да. Надо посмотреть. Да, пусть Иван покажет, есть ли у него контракт с этим Ильей в любом из воплощений. Самый первый. Я вижу, этот говорит, вот так, контрактов нет. Мгм. Ну, это он говорит. Спроси у Ивана, есть ли у него контракты с этим антимиром, с этой матрицей. Он говорит, показывает эту ногу, которая застряла в этом пространстве, Мгм. как в шаре в таком, с этими событиями, и говорит, что он принял нагромождение. То есть вот это все, повторяющиеся эпизоды. Сейчас я посмотрю, когда он принял. Вот оно что. Снова он смотрит в этот экран. И я вижу, там протягивается рука цельнозора. Вот оно что. Красная такая. И она как будто бы связана с черной рукой интерферентов. А Ваня сверху свою вот так положил. А эти две руки с магией, с интерферентов сами подписывают контракт. И тут же говорит, контрактов нет. Мгм. Так. Я спрашиваю Ваню, на что он согласился. Вот оно. На что он Мгм. согласился. И он говорит, быть воином, стать воином. Вот этим вот, который проявлялся. Именно эта программа воина и стала причиной того, что вот он показывает, как эта книга и эта голова была съедена этим богомолом. Мгм. Вот. Так, что это было за событие, Виктория, когда он впервые согласился быть воином? Ну вот он смотрит эту, я вижу даже этот фильм какой-то, который вот ходит, там эта черная фигура среди каких-то руин, развалин, как в городе. Это Мгм. находится в секторе магии. Он принял правила игры Ильи. Я вот так Мгм. услышала. Вот он смотрит в этот экран, как этот ходит, а там как лабиринт. И получается. И все эти воплощения Ильи, Мгм. они с каждого воплощения получается вот так. Эти все воплощенные фигуры, ну, эти все воплощения, Мгм. они на этот контракт притягиваются. Буквально это как точка, и от каждого воплощения идет такой, как связка, подключка. И в каждом из воплощений этот маг
как бы вторгается в пространство и переделывает на свой вкус события там. Пишет свои былины, так Мгм. называемые. Мгм. Так. Спросил Ваня, видит она, что он согласился, то есть принял решение быть вот этим воином, согласился на принципы этого Ильи. Да, Хочется он, отменить это э, решение. да, он это видит и показывает мне аспекты. Такой светящийся лист, и Мгм. там светится как меч такой, разделить ложь от истины. Вот. Мгм. Я вижу, как он этим мечом буквально внутрь этого, оно как портала вставляет. Это как портал, скажем так, или палочка, на которую вот так, как петли, привязаны вот эти все воплощенные фигуры, ну, эти все воплощения Ильи. И в каждом из этих воплощений он через эти контракты перебрасывает карму на своих же, м, м, кто принимает эти его программы, этого Ильи. Мгм. Так, ну хорошо, пусть Иван отказывается от этого соглашения быть воином. Я вижу, что Ваня с его пространства, вот эту, там же он как посмотрел в этот экран, а там как паутина, этот символ цельнозора, а на самом деле оно выглядит как красная паутина. Я вижу, как он эту красную паутину отправляет вот в сектор интерферентов, и она Мгм. утягивается. Он разбивает этот монитор, бьет его и вытаскивает вот эту подключку из головы и освобождается. Эта цепь, которая его держала, она отваливается. Я передаю, чтобы Ваня почистил все его пространство, все его сознание от присутствия этих клонов. Они выступают вот как клоны, я слышу. Понятно. Хорошо, Да. пусть Ваня проверит его пространство на всех уровнях, почистит все чужеродное подключки, сжигает, отправляет на аннигиляцию и поднимается вверх. Я передаю Ване, чтобы он сегодня родился заново, чтобы он родился абсолютно чистым, Мгм. свободным и начал жить с этого момента. Мгм. А все, что было, пусть останется только как опыт, а все чипы, импланты, подключки и все привязки к тем событиям, к людям, к антимиру, ко всем этим насильникам, пусть отправляют в портал на утилизацию. И он так вздохнул на полную Мгм. грудь и поднимается вверх и засиял. Мгм. Засиял, и вижу, как все его пространство. а, вот как Тор включился, все движется вот так. Мгм. Хорошо. И когда он что-то говорит, и когда он говорит, то такие волны, как будто он поет. Мгм. Он радуется, такая радость, он радуется, такая энергия счастья. Вот эта энергия счастья, это энергия души, это энергия Мгм. жизни, счастья. Желать Отлично. себе и людям нужно только счастье. Ясненько, Виктория, хорошо. Поднимаемся еще выше. Да. Посмотри, как он сейчас выглядит, есть ли еще то, что он хочет убрать. Ну, я вижу, что он стоит вот так лицом к первоисточнику. И там Мгм. эта книга, которую он положил. Он говорит, что он вписал свое имя в книгу жизни. Отлично. Он говорит, я выбрал жизнь.
И у него крылья такие огромные. И он вот так берет с этими крыльями и машет. Так красиво. Угу. Здорово. Да. Ну, отлично тогда. Я ему передаю, чтобы он полностью вот еще почистил все его пространство, наполнялся абсолютным здоровьем, гармонией, Угу. счастьем. Пусть он почистит его род, семью, все его жилье, машину от любых воздействий, Да. очистит, наполнит его энергией. Мгм. Угу. Так. Хорошо, пусть он настроит его критика, чтобы он не пропускал чужеродного, обличал ложь, воспринимал истину истиной. Ну, я слышу вот так. Решение. То есть этот внутренний критик, он работает тогда, когда человек вот настроен на эти энергии мира, гармонии, счастья. Мгм. И тогда он решает, принимает правильные решения. Отлично. Интуитивно даже, да. Мгм. Хорошо. О, какой-то сон проявился. Вот Мгм. кто-то пришел из сектора магии. Мгм. Показывает, я слышу предложение, что-то предлагает. М, Так, что он предлагает? Откупиться. Говорит откупиться. Почему-то от Вики. Чтобы Ваня откупился от Вики? Или что он предлагает? Да, он показывает Ване какое-то зеркало. Вот так держит левой рукой. У него это правая рука. Этот такое зеркало, как будто и оно горит таким огнем. И это зеркало вот как из портала интерферентов. Мгм. И там так черными буквами написано Вика. Мгм. Вот. Иллюзии, в общем, показывают всякие. И вижу, Мгм. сейчас я посмотрю в это зеркало. Вижу в этом зеркале такая, считывается дурочка. Такая какая-то барышня в красном сарафане. Вот так как-то. Мгм. Такая музычка там странная. Ти-ти-ти-ти. Дурочка. Мгм. Вот. Понятно. Хорошо. То есть Ваня зайдет в тот сон, прикажет этому магу, кто магичит, забирать все его воздействия его руками, ложь и Это взять свою карму. проявляется, да, вот Мгм. этот Леонардо, это краску ляп, и вижу, как Ваня встает и буквально вот так снимает и откручивает эти энергии, и хватит это зеркало, и раз, и посмотрел с обратной стороны, а там такая лапа черная. Мгм. Считывается как Кощей, кощунство. Вот. Я вижу, как Ваня встает, и черное это покрывало вот так все отдает. Я передаю, чтобы он почистил. Вот. И вижу, как это окончательно, эта цепь с правой ноги вот лопнула, так аж звук такой. Мгм. И портал закрывается. Я передаю Ване, чтобы он убирал все чужеродные энергии, программы с его личного пространства. Я давал карму за вторжение в его лицо. Вот в его лицо. А его Мгм. лицо это символизирует его имя, то есть его эфирная ДНК, его, как сказать, подноготную. Я передаю Ване, чтобы он запрещал считывание его эфирного ДНК и вмешивание в его пространство. Сейчас я посмотрю, когда я смотрю на него, что происходит.
Мгм. Я вижу, что когда я на него смотрю, то между нами вот такая, как прозрачная стена, как экран. Я смотрю на экран. Мгм. То есть Так. я не вмешиваюсь в его пространство. А вот эти энергии из сектора магии, они вот так буквально вот так чух-чух-чух-чух, как долбят, ищут, я слышу пробелы. То есть там, где что-то не заполнено, то есть там, где не хватает правильных решений. И я Мгм. вижу, Ваня вот так стоит, у него как бы во второй чакре подключка. Она вот так тянется, такая тоненькая. Мгм. А он смотрит, видит это. Там какой-то как бантик, какой-то подарок. Вижу коробочка с бантиком. Так. И Что? тянется от этой коробочки в сектор магии, в сектор интерферентов. Мгм. Так, кто находится в секторе магии, приказываю проявиться. Вижу Сталин сидит, Мгм. ноги вот так как-то задрал, нога на ногу, курит эту трубку и как-то пальцем вот так стучит, в эфирном, и тут же вижу, как Илья ходит туда-сюда по комнате, а Мона лежит возле него. Ну, полусидит вот так. Мгм. А он возле нее ходит. А у нее пространство вот так, у нее с глаз вот так, как портал. То сужается, то расширяется. И вот так прямо от нее идет в эту коробочку. Мгм. Слышу, забрать силу. Забрать прямо буквально вот потенциал. А потенциал, я вижу, что вот эти сперматозоидики, они все живые. В Мгм. них такая энергия, знаешь, как искорки. И они все вот так от него, как искорки, уплывают в этот, как чемоданчик, эта коробочка. Мона берет и как руками, ее же руками вот так оттягивает. Это Мгм. потенциал, то есть это потенциальные дети, можно так сказать. Это он считывается, как это он растиражированный. Мгм. Так, и что это, Виктория, за событие, когда у него этот подарок появился в его пространстве? Это снова я вижу. Это одно и то же событие. Вот этот Мгм. воин с мечом появляется, только на разных планах сознания, то есть как бы разных мерностях. Мгм. Вот. Так, и что он позволил, чтобы у него забирали эти искры жизни, этот потенциал? Где это его Да, я решение? вижу, что это его решение как бы воевать вместе. И он, я вижу, как заходит в этот корабль, ну, Мгм. в кавычках Образно. корабль, Мгм. образно. Он, который как рот открыл, и торчит из сектора интерферентов. И он вот так туда заходит, Мгм. как в рот какой-то змеюки или чего-то, и там рот, и в этом, ну, изо рта он так стоит, а там вот этот язык такой огромный. Это то, что вот в начале показывается, то, что он М. нес вот эту волну. Ага. И вот я вижу, он берет, вырывает этот язык, а язык это вот, я слышу, плести небылицы. То есть поверить этим всем небылицам, которые плетет там этот антимир, они, конечно, придумают.
Мгм. все что угодно. И он вырывает этот язык и достает там такой, как в горле, а, у этой такой большой, это его энергия, его Мгм. потенциал. Я Ване передаю, чтобы он вернул все частицы его души, весь его потенциал, приказывал, пусть эти все Да. колдуны забирают его же, их руками. Все ихние энергии, воздействие, ложь. И пусть И да, и вот эта штуковина, которая вначале проявилась, что как будто бьют, прибивают этот щит, Мгм. отваливается. Да, Хорошо. Пусть Ваня призывает все его, абсолютно все частички души, потенциал, энергии из всех мест, где он ее потерял, да. очищает все это, возвращает. Мгм. Хорошо. Так, Я вижу, закрывается. как это все искорки в его пространстве. И они все живые, и они как его копии маленькие. И Мгм. он как будто бы общается с ними. Хм. Да. Ну хорошо. Да. Поднимаемся вверх, максимально вверх, Виктория. Мгм. Отсоединись от всех и всего. Да. Наполняемся энергией жизни, гармонии, счастья. Мгм. Посмотри на Ваню, как сейчас он выглядит. Энергосфера правильной формы, как ангел с огромными крыльями, и в его пространстве вот такая огромная книга, Мгм. считывается книга жизни. Отлично. Спроси у Вани, все ли мы сделали для него на этом сеансе. Да. Мгм. Ну хорошо, тогда прощаемся с Ваной. С Ваной. Мгм. Да, Вот это вот это дела. замануха воина Да, тихо. света. Ты когда говорила, вот что-то вот уходило из меня, знаешь, как вот волна с ног до вот до головы вот так вот шла. Вот так вот идет, 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 идет. Чесалось все, то ухо, то там, думаю, терпи. А то сейчас на экране как шелудивый буду, знаешь. Вот из меня выходит, и вот то ухо зачешется, думаю, ты что ж такое-то? Ну, короче, из меня все это выходило. Вот и прикинь, Жень, хотели, чтобы я от Вики отказался? Я тебе говорю, там такая замануха была, так расписали, да ты шо, да мы... да ты там прям таким пацаном будешь, да вообще. Вот я говорю, не надо, не хочу. Идите, все. Ничего не буду. Вот видишь, вот хотели, чтобы я от Вики отказался. Ага, щас. Да, разбежали. Ага, Что-то они да, это совсем уже да, голову потеряли. ага. Вот ты прикинь. Я такой М. думаю, ничего себе. Ага, сейчас откажусь. Разбежались. И потом думаю, такой, подожди, а что это они мне предлагают? А кто вы? Я там да, и кто вы? Знаешь, такой, эй, ты кто такой? Явка провалена. Да. И Помнишь? исчезли. Да, у Тимати такая, по-моему, лет 11-12 такой видос был. Эй, ты кто такой? Вот я тоже самый им такой, эй, ты кто такой? Свой раз, и все раз уходит. Думаю, о, М. значит, я все правильно сделал. Ты кто Да, такой? Давай, до свидания. да. О, ты вспомнил. Да. Да. Кстати говоря, прикольный видос был. Знаешь, ну так, знаешь, чисто настроение себе поднять. Прикольно. Да. Да, с чистого листа. Это хорошо. Свято места не бывает. Значит, да, Ну своими так же руками себе и сделал. Ну, посмотришь окей. эти библейские, посмотришь Ага, выражение. Ударили по одной лице, подставь правильное, правое. Все как-то ага. это не так. Но мирный воин может быть и так, а мирная душа это и не позволит тебе ударить. Да. То, то есть, если ты скажешь, не надо меня ударять, то что это? Ну, все верно. Вся их матрица развалится. Да, Да. Ну, не Интересно, оно, позволять но себе. оно даже на физике видно. Это уже что-то... Тут сейчас такое мракобесие идет, что дальше некуда. Они просто... Да даже вот на людей, вот некоторые вот мои знакомые, все дела, вот просто ни с того ни с сего его колотить начинает или еще что-нибудь. Думаешь, о, нормально, и кто ты такой, кто ты проявился?
Знаешь, такой думаю, ничего себе, так, все, я от тебя подальше. Ну, А вот, смотри, как в твоем пространстве проявилась эта программа. Это как, это я сейчас дошло. Это вот что-то как зеркало, которое пылает. Это ага, вот эта сковорода. Это Надя ж мне рассказывала пару дней назад, она позвонила и говорила, она же в этой матрице, в его, да? Ну, она меня не слушает, что для того, чтобы победить зло, не надо со злом бороться. Но она там лазит, то есть она в его игру там играет. Ну, короче, она что говорит, что они с Моной делают? Они сочиняют, они берут какие-то мои высказывания, то, что я говорю, и накладывают на это а, какая-то, то ли это передача была, то ли это какой-то приколы, короче, какая-то э, Это "Страна дураков", или юмористическая, деревня. деревня Да, дураков, что-то да, да, такое, да, и накладывают видел. такие какие-то картинки. Мгм. Вот. И это уже у многих начало проявляться. То есть, интересно. да, Понятно. да, да. Интересно. Понятно теперь, как они это делают, дурочку, да? А, этот, вспомнил, Вик, когда ты говорила, вот этот воин, воин света, вот это вот все дела. Он это повторял, может быть, ну, много раз. Я не буду говорить, ты когда еще только в начале смотрел, ты понимаешь, у тебя есть свет, ты должен его защищать. Если надо умереть, умри. Тебя Творец возьмет, он тебя воплотит опять, ты будешь сражаться за свет. Умирать, проливать кровь, это не так уж и плохо. Ну вот, знаешь, вот такая вот вещь, думаешь, ну, как бы оно имеет сенс, но все Оно равно нет. но смотри, нужно просто разбирать. Если не, ну, все любую мысль нужно разобрать на составляющие. Ну да. Умирать ради кого, ради чего, смерть это что, а жизнь это что. И когда ты начинаешь э, над этим вот так это разбирать, оно все становится ясно. Понятно. Смотри, жизнь, написано же, да, что смерть вошла тогда, когда вошел грех. А грех тоже это, то есть когда-то был мир гармоничный, да? У каждого своя картинка мира, но все согласятся с тем, что был когда-то мир гармоничный без смерти, без насилия, без лжи. То есть что такое смерть? Смерть, скажем так, это изобретение антимира, образно говоря. Получается, если человек призывает к смерти, значит, он работает на антимир. То есть Ну он да. на Да, он призывает, противника. да, он Да. призывает к нему. То есть он на что он давит, согласится быть жертвой. Это нормально? Нет, конечно. Это ненормально. Ну да. Да, Если как никто интересно. не, если никто не будет нападать, естественно, никто не будет защищаться. Мгм. Законом Вселенной, если в твой дом пришел враг и хочет тебя убить, ты обязан его убить первым. Обязан, это твоя обязанность защищать свою жизнь. Со стороны его идут какие посылы? Точно так же со стороны Путина. Эй, давайте, ребята, соберем миллионную армию, пойдем этих укропов всех. И с садика идет пропаганда, дети должны вырасти и умереть ради Путина. Ради чего? Это Ради идеи, да. Ради чего-то. ради чего? То есть Да, это да, это ненормально. вместо того, чтобы призывать защищать жизнь, как кон, самое главное, посмотри, в Библии написано, более всего, что бережется, душу свою береги. Душа
переводится еще с древних этих языков как жизнь. То есть там много значений. Душа, психи Мгм. по-гречески означает там психическое, ну вообще наша, скажем так, наша душа. То есть это мы, да? То Мгм. есть жизнь. Вдохнул Бог дыхание жизни и стал человек живою душою. То есть душа– это совокупность нас, это все наше, да? Наше воплощение, все наше, это мы. Наш опыт, наши переживания, наша история– это вот душа. То есть более всего береги жизнь. Это да. А тут говорят, вам жизнь ваша не нужна, давайте ее отдадите, умрете, потому что кому-то пришло в голову, что за него нужно умереть. Если все согласятся жить, если все откажутся умирать, Что тогда и смерти не будет. так и смерти не будет. Не надо будет воевать. Воевать ни с кем не нужно. Вот. Человек должен воевать только своими собственными программами, и все. То есть и методы очень разные есть, да, как очищаться. Мне понравилось, как ты родился заново. Вот это да, вот это да. Потому М. что в психологии есть такие вот, именно в коучинге есть такие понятия, практики рождения заново. То есть когда человек не разбирает эти все свои а, а, предыдущие какие-то дела, а просто решает жить по-новому. И так работает наша психика. Почему? Потому что имеет значение только наше решение в данный момент. Мы для этого и воплощаемся, это и смысл воплощения, сделать выбор. Потому что за предыдущие какие-то наши даже грехи Мгм. мы заплатили уже своей смертью. Написано, заплата за грех– смерть. То есть мы уже заплатили, а сейчас в этом воплощении мы можем решить. И только имеет значение наше решение в этом воплощении. И когда мы решаем осознанно отказаться от путей этих, которые ведут к смерти, вот это и есть этот страшный суд, о котором религия рассказывает. Но Библия об этом говорит очень просто. Все дано по вашей воле. Человек сам осудит себя своими Мгм. словами, своими действиями, и человек оправдает себя своими словами и своими действиями. Вот. Так что Понятно.